Добро пожаловать в Ушуаю, самый южный город планеты. Мы приехали, чтобы исследовать край света, ледники, пройтись по парку Огненная Земля, поставить уникальные штампы в паспорт и отправиться в Антарктику. И вот мы в Ушуае! Мы будем в Ушуае 8 дней, 6 дней из которых оказались дожди. Куртки купили шапками специально для нашего круиза в Антарктиду, в котором мы эти 8 дней будем здесь в Ушуае. Все подписчики на YouTube говорят, что ты депрессивный и не улыбаешься. Ну, не здесь. Самый счастливый человек. Как необычно. Слив посередине здания. С обзор нашего Airbnb. Мы здесь будем втроем. Вот это самое чистое из Всех, что были. Мы уже посетили 3 страны в Латинской Америке, и это самая чистая квартира. Везде ходят вобы, и здесь прям видно, что чисто. Ой, специи сколько. Все есть. Спаленка с телевизором. И за 8 дней эта квартирка обошлась нам всего лишь в $420. Ну это десяточка из 10. Мы хоть будем спокойны, что если мы не сможем гулять, почти все время мы сможем быть в чистоте. Вот еще наша находка здесь. Алкоголь. Полные чаи, сахары. Это просто, это Airbnb даже заслуживает, чтобы оставить на него ссылку в описании. Не реферальную. Просто очень чисто, очень круто, и все есть. Мы вышли в магазин. У нас очень хорошая локация. Вот прямо у нас перед домом самый большой гипермаркет, который здесь находится в Ушуае. Уже на следующие дни мы будем изучать сам город, если нам будет позволять погода. Это 5-й этаж нашего здания, в котором мы живем. Здесь обзорная площадка. Офигеть! Там лайнеры. Мы будем идти на них в Антарктику. Очуметь! Что они такие маленькие? Ну это яхта, я тебе говорю. Как красиво! Красиво. Там, если присмотреться, под горой лес, в котором начинается город. Вау! Ну как тебе? Прикольно. Это прямая дорога от Airbnb, и мы спускаемся прямо к воде. Там даже вдалеке можно увидеть корабли. Какой-то военный бункер находится. И сразу на входе в город есть пешеходная дорожка, которая очень красиво разукрашена рисунками. Прямо по ней можно быстро выйти к воде и прогуляться вдоль живописного побережья залива Бигль. Как красиво! Вода идеально чистая, прозрачная такая. Я, конечно, всегда надеюсь встретить морских пингвинчика. Вдоль воды мы сейчас дошли практически до центра города. Там же и находится этот основной порт, откуда все круизы и экспедиции в Антарктику, потому что Ушуай является основным портом в мире, откуда ходят. Aquí siempre por la costanera donde están los containers, Окей. 200 metros más allá. Нас пустили на закрытый пирс, просто прогуляться, посмотреть, сделать пару фотографий. И как здесь красиво! Смотрите! Обалдеть! Какая красивая! Мы дошли уже до порта, откуда уходят все круизные лайнеры, экспедиции и туры по Ушуае. Здесь сразу возле порта можно приобрести все туры. Мы узнавали туры на остров Пингвинов. Просят по 140 тысяч аргентинских песо за человека. А потом, чтобы поехать на остров к морским котикам, это будет короткий тур на 2 часа по заливу Бигль. За это просят 85 тысяч или 75, если платишь кэшем. В общем, это как-то дороговато. Мы подумаем проехать весь этот маршрут, конечно, без островов, просто по земле, покататься, взяв машину в аренду. Вот так вот.
Мы нашли центральную улицу, где находятся все магазинчики, сувениры, кафе. Идем разведывать кофе. О май гад. Нормально. Это вот за 2 кофе 9500. И вот ассортимент. А еще очень популярны морепродукты, потому что это портовый город, и все здесь едят огромных океанских крабов. Мы сейчас будем узнать, сколько они стоят. Вот он, краб, 58 400 аргентинских песо. Прикольно. Кинг-краб суп еще. Где он был только что? Да, вот. 21 тысячу. Прикол. Да, для целого краба 120, тоже в его ресторанчик. Эль Паро. Может, попробуем зайдем. Давай покатаемся на нем. Что это такое? Сити Трейн? Это наш 3-й день в Усhuaи и 2-й, как идет безостановочный дождь. Поэтому сегодня наш выбор пал на прогулку по музею Маритима, бывшей тюрьме строгого режима. За вход с нас взяли по 40 тысяч аргентинских песо, и мы отправились изучать место, где держались самых опасных преступников Аргентины. Еще в музее есть экспозиция дикой природы с чучелами магеллановых пингвинов, и можно потрогать шкуру морского котика. Но самое главное в музее — это тюрьма. Здесь можно посмотреть отреставрированные комнаты и инсталляции того, как жили там заключенные, и также можно окунуться в ту атмосферу реальности, в которой находились заключенные. Ведь для многих это стало место последним домом. Помимо тюрьмы в музее представлены многочисленные исторические артефакты и художественная галерея в честь флота, армии, коренных народов, заключенных в тюрьме, и дикой природы огненной земли. Картина тебе больше всего понравилась? Вот это. Вот это. Не, ну смотри на пожар какой он. Как будто падает. Идем в музей. Отлично. Прикольно. Ура! Ну, меньше, чем я думал. Нормально. Сегодня новый день, и мы поднимаемся на ледник Мартиаль. И сразу же за подъем к леднику с нас взяли по 11 тысяч аргентинских песо. Нам очень повезло, и погода очень жаркая, что пришлось раздеваться. Видно каждую верхушку и панораму на город. В парке представлены 4 трека: легкие, средней тяжести и тяжелые. И в нашем случае 2 из которых были закрыты. А один, который вел на верхушку к леднику, был обледеневшим. Мы пришли практически на конец первого трейла. Это заняло у нас плюс-минус час перерывами многочисленными на съемку фото и видео. И как красиво! Со всех сторон горы, лес, цветы, снег и очень такие аутентичные дорожки. Первый трейл приводит нас к подножию горы, на которой расположен ледник. И уже можно увидеть, что дорога становится сложной, потому что все покрыто грязью. Как тебе? Шикарно. Вау! Это реально самое красивое место на планете, по крайней мере, где мы были. Решили наполовину подняться на один из самых сложных треков здесь. Здесь можно увидеть, что мы поднимались по этим тропинкам, и заканчивается он там, где тучка. Нам очень повезло с погодой, у нас прекрасная видимость. И один остался вопрос: где ледник? Вон ледник. Это мы уже поднимаемся по 3-му треку, который обещают, что будет самым живописным из всех 5 здесь представленных. Мы уже спускаемся. То-то у нас получилось 2,5 часа пройти все треки, здесь прогуляться, и, в принципе, отличное место, за исключением того, что ледника здесь уже нету. Как мы и планировали, мы взяли машину в аренду и будем исследовать окрестности Усhuaи самостоятельно. В первую очередь это нам удобно, потому что мы не будем зависеть от группы, от тура. Это также дешевле. Машина под аренду на 2 дня обошлась нам в 136 аргентинских
песо. И еще по 30 тысяч мы заплатили за вход в парк Огненная земля. В парке же представлены многочисленные пешеходные трейлы, и до всех можно добраться по единой автомобильной дороге, что мы и делаем. Доехали до самого конца парка Огненной земли, и здесь же мы сразу встретили орлов, которые обитают только здесь. И это именно то место, от которого парк получил свое название Огненная земля, потому что здесь обитали племенные коренные народы Ушуаи, которые все время жгли костер, от которого шел дым. И последней точкой нашего маршрута стало озеро Лагу-Рок. Мы находились с Аргентины, а по ту сторону уже было Чили. Но это не все, зачем едут в парк Огненная земля. Здесь же расположена уникальная почтовая станция, откуда можно отправить письмо из края света абсолютно в любую точку мира, а также поставить уникальные штампы, символизирующие посещение такого места. Мы получили самые необычные отметки в паспорте, и из-за того, что нас двое украинок, нам сделали это бесплатно. Умейте пользоваться своим статусом. Леденящий ветер. Сразу возле почтового офиса есть трек, который, на наш взгляд, оказался самым живописным, но возле него безумно холодно, потому что ветер идет с моря, и он леденящий. Но как красиво! Сегодня один из последних дней, когда мы в Ушуае, прежде чем мы садимся на круиз в Антарктиду. И сегодня мы приехали исследовать правую сторону Ушуаи, где находятся острова с пингвинами и морскими котиками. И на этой стороне напротив нас уже находится Чили. Это невероятно. То есть мы находимся практически на стыке двух стран – Аргентины и Чили. Но эта точка, на которой мы находимся, не является туристической. Это просто одно из мест, где можно остановиться на вашем пути, чтобы посмотреть окружающую вас природу. Поэтому мы сейчас снова садимся в авто и едем в наш конечный пункт, который находится прямо напротив острова с пингвинами. Мы добрались до самой конечной точки с правой стороны Ушуаи, и этот пункт называется Харвертон. Сюда также ходят небольшие экспедиционные туры к пингвинам на острова. Также здесь есть музей морских животных из разряда китов, касаток, пингвинов, то есть их чучело можно посмотреть. И также есть небольшой ботанический сад, в который тоже предлагают экскурсию. По ценам мы узнавали, тур пингвинов стоит $250, что очень дорого, и наши ожидания увидеть пингвинов просто по пути не сбылись. Поэтому следующая точка, где мы смотрим пингвинов, это Фолклендские острова. И здесь также есть место, где можно с прекрасным видом выпить кофе и чай. Последней точкой на нашем пути должна стать лагуна Эсмеральда, куда мы не попадем, потому что мы приехали поздно, уже 6 часов вечера. Путь занимает туда-обратно 5 часов, и мы просто не успеем. Поэтому, суммируя, это получилось удивительное путешествие, и уже завтра мы садимся на лайнер и отправляемся в Антарктиду. Нас ждут киты, морские котики и невероятные ледники. Мы посетим 3 страны, Фолклендские острова, и встретимся уже с вами в следующем видео.